Как вы думаете, как и чем создавали вот такие скульптуры в прошлом? Некоторые из них даже тысячи лет назад. Ну и кто в конце концов? Конечно же, обычные люди, зубилом и молотком говорят историки. Ну хорошо, а почему сейчас мы не можем создавать такие скульптуры из мрамора? То, что вы сейчас смотрите, это наше время. И посмотрите, как нелепо по сравнению с тем, что делали в прошлом. К тому же сейчас они это делают при помощи современных технологий. А вот это делали зубилом и молотком. А также почему некоторые созданные в прошлом скульптуры без рук, а некоторые и вовсе без головы. Не думаю, что это было такой задумкой автора. Господа историки нам что-то не договаривают. Ну что же, давайте разбираться. В очередной раз оборвем все корни истории. Посмотрите на это великолепие, у меня просто слов нет. Это жрица греческой богини Весты. Это та, которая после 30 лет службы в храме могла выйти замуж, а затем ее назвали Невеста. Так кто же создал такую красоту? По официальной истории, этот шедевр создал Рафаэль Монти. Но достаточно включить элементарную логику, прочитать биографию этой персоны и складывается впечатление, что историки бред какой-то несут. Итак, слушаем. Рафаэль Монти вернулся в Италию в 1847 году и присоединился к Народной партии. Стал одним из главных офицеров Национальной гвардии. Как раз на то время по истории шла революция. Но вот такой простой вопрос. Кто его мог поставить главным офицером, если он скульптор? Ну да ладно, мы ведь сейчас не об этом. Участвуя в 1847-48 годах в революции, он сотворил эту скульптуру в Англии. Но не забывайте, что он еще и один из главных офицеров, то есть руководитель этой революции. Не поняли? Хорошо, объясню подробнее. Первый шедевр вуали он создал в Англии, но в то же время участвовал в революции в роли главного офицера в Италии. Купил этот шедевр еще до начала выставки герцог Деваршинский. Причем, заметьте, скульптор воюет в Италии, а герцог покупает его статую в Лондоне. И это все происходит в 1947 году. Но что сказать, Алиэкспресс уже тогда, наверное, работал. Также Рафаэль Монти был последним, кто мог создать иллюзию прозрачного мрамора, а то есть вуали, и унес эту тайну с собой в могилу. Сейчас да, искусствоведы объясняют, как он это делал, и объясняют все по-разному. Нет смысла сейчас пересказывать их объяснения, так как они нелепы, но ни один из них не повторил такой работы, не так ли? Факт остается фактом. Никто сейчас даже с современными технологиями не может проделать такую работу. Так как же это все создавалось? Ну, вариантов тут немного. Всего лишь два. Первый. Это создавалось людьми с немыслимыми технологиями, 3D принтерами и прочим. Но напоминаю, сейчас современные 3D принтеры навряд ли такое сделают, поэтому у них они были куда более продвинуты. Второй вариант. Это не создавалось людьми, а было все распечатано вместе со всем остальным миром, а затем заселили в этот готовый мир людей. Из первого описанного мной варианта я уже вижу вопросы. Тогда куда подевалась та цивилизация с немыслимыми технологиями? Я вам отвечу на этот вопрос, но обо всем по порядку. Почему в настоящее время нам встречаются такие скульптуры без рук, без голов? Ведь все мы знаем, что изображать на таких скульптурах, на картинах без какой-то части тела было категорически запрещено в древности. Там связи со здоровьем и все в этом роде. Но я не думаю, что их автору было сложно изобразить тут руки или голову, если он проделал такую работу. А теперь самое интересное. Все мы знаем, что большинство этих скульптур проходили через Ватикан в 1958 году. Половину из них, а возможно даже больше, остались в Ватикане и их больше никто не видел. А остальную часть раскидали по музеям, в том числе и этих безголовых и безруких. К тому же мы видим, что это не первоначальный их вид, а явно были намеренно отрезаны части тела этих скульптур. А это может быть только в том случае, если там было изображено то, что нам видеть было нельзя. Что же это, спросят некоторые. Ну не знаю, телефон в руках, например, или что-то подобное на голове. Я сейчас просто примерно сказал. На самом деле я понятия не имею, что там было. Но ведь для чего-то они их отрезали, верно? Ну ладно, теперь вернемся к тому вопросу. Куда же подевалась прошлая цивилизация с немыслимыми технологиями? Взглянем на Библию. Бытие 1:2. Земля же была безвидна и пуста. Кстати, точный перевод не пуста, а опустошена. Не совсем одинаковый смысл, верно?
И вот тут версия распадается на 3 варианта. Нас сюда заселили после того, как выпилили тех, кто тут жил до нас. Или нас тут сделали после того, как выпилили тех, кто уже тут жил до нас. Вариант номер 2 печальный. Это были мы. Мы, люди, прилетели сюда, выпилили тех, кто тут жил, загадили свой мир и переехали уничтожать следующий. Откуда приехали, спросите? Ну, например, из других земель за Антарктическим кольцом. Вариант номер 3. Обратим внимание именно на него. Кто-то или что-то раскатало нас, человеков, в пыль и прах. Камня на камне не оставить, помните? А вот тут еще хуже возникают вопросы, и у этого варианта есть распадение на линии. Вариант номер 3.1, самый хороший. Они нас размазали, думали, что полностью, и убрались восвояси с чувством полного удовлетворения. А мы вылезли из всех щелей, мать сыра земля, помните, и начали все заново. Вот тут возникают еще вопросы. А окончательно ли убрались восвояси или когда-то вернутся? Если вернутся, то когда? И это кто? И откуда? Вариант номер 3.2. Они не убрались восвояси и не собирались даже. Или не смогли по какой-то причине. Не смогли физиологически находиться на земле. Они где-то под боком, под землей или над землей. И потихоньку за нами наблюдают, направляют, стравливают. Вариант номер 3.3. Самый мерзкий вариант. Они не улетели. Они не под, над землей. Они просто среди нас. Да-да, смейтесь, но все же я скажу это. Тогда опять вопросы. Как они выглядят? С ними кто-то должен напрямую контактировать? Если да, то кто? Если как люди, то полное ли соответствие или мимикрия, техно, либо генно, или физиологическое? С вариантами закончим. Но главный факт в том, уничтожали множество цивилизаций до нас. Возможно, это даже происходит с особой цикличностью. Были всемирные потопы в прошлом, и причем не так давно, лет так 300 назад. Были войны. Правда, не такие, как нам описывают историки, а ядерные. В конце концов, были деревья в прошлом, которые достигали десятки километров в высоту, а возможно, скорее всего, даже больше. Не верите? Ну вот смотрите, 3-километровый пень. Если только пень 3 километра, сколько километров было это дерево? И кто его мог срубить? И чем? И тут, как ни кстати, вспоминается строительство египетских пирамид. Зачем делать такие большие куски гранита? Нельзя их было сделать меньше размером. Тогда каждый раб возьмет по кирпичу и стройка пойдет быстрее. Но нет. Им прям нужно было делать 40-тонные блоки и годами поднимать один такой блок. Но если отбросить историю, включить логику и понять, что они делали такие блоки просто потому, что имели возможность их с легкостью передвигать. Но вот здесь уже и складывается пазл, как они смогли отпилить такое дерево. К пирамидам мы еще вернемся. Уже вижу комментарии. Докажи, что это пень. Да легко. И вообще не зацикливайтесь на этой горе. Я вам больше скажу. К концу видео для вас исчезнет все, во что вы верите, и вы разойдетесь по домам перетряхивать свое мировоззрение в который раз. Теперь подойдем поближе к нашему пеньку и, уткнувшись в него, просто фантастически необъяснимые колонны. Прочитаем заключение Википедии. Башня Дьявола образовалась из магматического расплава, который поднялся из глубин земли и застыл в виде изящных колонн. Да ты шо... Ну надо же, какой умный магматический расплав. Прям вот взял и застыл в виде идеальных шестиугольных столбов. Аж на 300 метров к небу. Прям в линейку можно сверять по чудо-колоннам. Их что, через кондитерский шприц с шестиугольным наконечником выдавливали? Потом связали в пучок, словно веник, и рядом дул гигантский вентилятор, чтобы колонны не обмякли и по-быстренькому застыли. Господа ученые, вы в своем уме такое пишете? Люди, вы в своем уме такому верите? Я могу задать 100 вопросов, опираясь только на эту фотографию, и бредовая версия про магму разлетится на куски. Но я пойду другим путем, еще более эффективным. Знаете, какой факт меня поражает больше всего? Все колонны шестиугольные. Почему именно шестиугольные? Да потому что Вселенная строит свои шедевры именно в этой форме. Не бывает одинаковых снежинок, но все они идеальной шестиугольной формы. Пчелы тоже, не зная математики, верно определили, что правильный шестиугольник имеет наименьший периметр среди фигур равной площади. Позвольте предоставить вам поперечный срез стебля льна. Ну что, господа биологи, ничего не замечаете? Какие-то вон соты в центре. А что у них за форма?
шестиугольная. А также у нас есть вот такие прекрасно сохранившиеся фотографии 19 века, на которых 40 лет варвары вырубали большие деревья. В пропорциях деревьев есть такое правило: диаметр пня примерно в 3 раза превышает рост лесоруба, пускай 1,75 м. Умножаем на 3 и умножаем на 20, получаем 105 метров. Вы только вдумайтесь, вы заходите в лес, высота которого не 30 привычных метров, а 100. Вот вам и сказочные леса, которые любят описывать в народных сказках и рисовать в мультиках. Леса, которые были утеряны безвозвратно благодаря вот таким варварам. В новой теории быстро нарисовался гипотетический лес немыслимой высоты. Представьте только, сколько лет таким деревьям. Но сейчас таких живых деревьев у нас их по пальцам пересчитать можно, максимум 4-5 штук. Их оставили для привлечения туристов. Ведь туризм – это всего лишь еще один способ лицемерия. Если такие деревья были по всему миру, как бы они смогли привлекать туристов? Вот мы представили леса с огромными деревьями, а теперь представим людей. Только не таких, как мы, а ростом, скажем, от 3,5 до 40 метров. Наверняка вам удосужилось увидеть различные написания египтян на папирусах, каменных стенах. И на многих именно таких рисунках, если это можно назвать так, изображены маленькие люди и большие. Вам это ни о чем не говорит? Может быть, пирамиды и строили не какие-то там инопланетные существа, а просто гиганты, которые так недавно проживали на нашей Земле и вследствие чего-то вымерли. Тут опять два варианта, как строили египетские пирамиды. Либо их строили обычные люди с невероятными технологиями, либо их строили гиганты. Третьего варианта быть не может. Также, как можно объяснить, для чего понадобилось изготавливать книги таких размеров? Поднять их одному человеку очень сложно, некоторые весят до 100 килограмм. Читать неудобно. Хранение занимает много места. Вы думаете, что там много текста и информации? Взгляните на текст и его просчет. Информации в одной книге немного, плюс сам процесс изготовления таких книг, на него ушло бы больше материала, чем на обычный формат. Может быть, это остатки библиотек тех жителей, той цивилизации. Можно только представить, какие знания содержатся в этих книгах, и как минимум приближенные к Ватикану их уже изучили.